Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Алла Гаврилова. 16 марта я произвела посев цинерарии. Это растение для бордюра. Очень красивое, декоративное и приковывающее взгляд. Цинерария хорошо обрамляет дорожки и выгодно подчеркивает яркие цветники. Итак, посев на рассаду я провела 16 марта. Взяла универсальную почву, наполнила ею прямоугольный контейнер с крышечкой, почву уплотнила и увлажнила. Семена у цинерарии мелкие, поэтому в землю мы их закапывать не будем, а сеем их поверхностно, на почву. Затем я снова увлажняю семена, они как бы с помощью воды прибиваются к земле. Подписываем контейнер и ставим его на освещенный подоконник. Благоприятная температура для всходов – это 20 градусов. Каждый день мы открываем контейнер и проветриваем минут по 15, по 32 раза в день. Если на крышке есть конденсат, то излишки его убираем. Если же нет конденсата, то увлажняем. Всходы у меня, первый всход появился на 8-й день. Это вот уже где-то через неделю, через 2. Практически у каждой цинерарии по 2 настоящих листочка. То есть, если мы видим, что на всходах появилось 2 настоящих листочка, то можно приступать к пикировке. Обычно это происходит через 2 недели после всходов. Берем контейнеры, а также универсальную почву, добавляем вермикулит, древесную золу, можно добавить песок. Все тщательно перемешиваем и наполняем стаканчики. Стаканчики у меня небольшие, где-то размером 6 на 6 на 6 сантиметров. В каждом горшочке я делаю отверстие с помощью палочки по центру. Аккуратно я достаю сеянец, лучше с почвой, и перемещаю уже в центр горшочка. Землю вокруг сеянца уплотняем. Можно немножко его заглубить, если он вытянулся. Так, все, пикировку я провела. Теперь нужно полить их. Поливаю с помощью клизмочки маленькой.
Стараюсь лить по краям горшочка, обильно поливаю, чтобы между корнями и землей не оставалось пустот. Все, пикировку провела. Через 2 недели подкармливаю их универсальными удобрениями для цветущих растений. Где-то в конце мая я их высадила в открытый грунт. Вообще посадку необходимо производить тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Участок должен быть хорошо освещен, как я уже говорила, она любит освещение, либо чуть-чуть притененным. Грунт должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух. Перед посадкой мы перекапываем почву, удаляем все сорняки, а также в почву добавляем вермикулит, древесную золу, перегной. Можно еще добавить песок. Посадку, как правило, проводим в пасмурный день, либо это должен быть вечер. Влагу цинерария переувлажнение не любит, поэтому рядом с водоемами где-то сажать ее не стоит. Сейчас необходимо хорошо, тщательно перемешать почву. И всегда перед посадкой минут за 30 рассаду поливайте, тогда она легче выходит из горшочка. И корни не так травмируются. Землю мы уплотняем после перекопки. Делаем ямочки, ну где-то сантиметров 7-10, вот так вот. Не глубокие. На расстоянии где-то я сажаю их сантиметров 15, не более. Ямочки хорошо проливаем водой. Видите, уже листочки какие к моменту высадки уже такими становятся бархатистыми и покрываются серебряным вот этим пухом. Сестра у меня называет ее не цинерария, не может запомнить название, а оленьи рожки. Она у меня в этом году спрашивает: оленьи рожки-то будем сажать? Вот. Так что, когда она говорит про оленьи рожки, мы понимаем, про что она говорит. Ну все, сейчас будем приступать к посадке. Аккуратно берем горшочек, опрокидываем растение вниз и нажимаем на дно стаканчика. И очень хорошо растение выходит. Корни тоже, видите, какие длинные. Ямочки глубоковатые все-таки сделала. Можно было поменьше, стаканчики-то небольшие. Сажаем растение и землю вокруг него уплотняем. Засыпаем почвой и уплотняем. Снова поливаем хорошо. И затем я мульчирую соломой.
потому что еще прохладно, в мае мы на даче не живем. Вот, и чтобы хорошо сохранялась влага, не приходилось приезжать и поливать. Мы поэтому мульчируем соломой. Тем более на первых порах, вот когда вы только посадили, необходимо, чтобы была влага для цинерария. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.